Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео я попробую вкратце рассказать, что такое DHCP, зачем он нужен, принцип его работы и взаимодействие с другими протоколами. DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамических конфигураций хостов. Для работы в сети устройству нужен IP-адрес. Для его получения используется протокол DHCP. Он является протоколом прикладного уровня модели TCP/IP. Безусловно, IP-адрес можно назначить каждому компьютеру вручную в локальной сети. Это несложно, если офис на 10 компьютеров, да и на 10-м вам это надоест. А если на 100 или на 1000? При этом, чем больше компьютеров, тем больше вероятность ошибки при настройке. Поэтому для автоматизации назначения IP-адресов в начале 90-х годов был разработан протокол DHCP. Протокол DHCP имеет архитектуру клиент-сервер, поддерживает 3 режима работы. Первый – ручное распределение. Администратор сервера прописывает MAC-адрес и IP-адрес для каждого DHCP-клиента, а DHCP-сервер передает IP-адрес на устройство. Второй – автоматическое распределение. DHCP автоматически назначает IP-адрес из пула и навсегда связывает его с MAC-адресом устройства. Третий – динамическое распределение. DHCP автоматически назначает IP-адрес на указанный срок аренды. Чаще всего используется именно этот вариант. Рассмотрим принцип работы протокола DHCP. Получение IP-адреса идет в 4 этапа. Для лучшего запоминания используется аббревиатура DORA по первым буквам DHCP сообщений. Тут хочется сделать небольшое лирическое отступление. Для англоговорящих DORA – это простое женское имя и очень легко запоминается. Но вот для русскоговорящих оно может показаться странным. Думаю, многие в детстве читали сказку «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, написанную в 1939 году. И думаю, многие помнят, что девочку звали Элли. Однако это произведение написано на основе американской сказки «Волшебник из страны Оз» автора Лаймана Баума 1900 года. И в этой сказке девочку зовут Дора. В своей адаптации Александр Волков изменил имя девочки, потому что имя Элли рисует картинку маленькой девочки. А вот имя Дора как-то режет слух и труднее представить маленькую девочку с таким именем, особенно в 1939 году. В то время люди редко видели других людей, даже из соседних городов или деревень, и мало кто детям давал имена, не типичные для той местности, где они жили. Такая тенденция сохранялась и в 2000-х. Думаю, многие слышали о мультсериале «Даша путешественница». Однако в оригинале сериал называется Dora the Explorer, то есть девочку тоже зовут Дорой. Сейчас, благодаря интернету, телевидению, люди знают, что имена могут быть разными. К примеру, многие китайские имена могут звучать как русский мат, но некоторые русские имена могут звучать как ругательство на китайском. Допустим, знакомый Дима старается не представляться так тем, кто говорит на китайском, а использует полное имя Дмитрий. А еще люди с именами, оканчивающимися на «ша», также стараются использовать полные имена в Китае. Чем больше языков я изучаю, тем больше понимаю, что если имя звучит благозвучно на одном языке, то оно может означать что-то неприличное на другом языке. А имен языков на нашей планете много. Лучше всего что-то запоминается, когда есть какая-то ассоциация. И если у вас кто-то спросит о порядке получения IP-адреса по DHCP на душном собеседовании, то вы всегда сможете вспомнить героинь оригинальных произведений. А теперь вернемся к рассмотрению того, как идет получение IP-адреса, и разберемся, при чем же тут женское имя Дора. Этап 1. Discovery или поиск. Для получения IP-адреса отправляется широковещательное сообщение DHCP Discover по протоколу UDP, то есть все устройства в локальной сети его получают. Это сообщение довольно длинное, с кучей параметров, но нас интересует 3 конкретных параметра. Адрес назначения. Он будет широковещательным, то есть 255.255.255.255. Адрес источника. На данном этапе будет
0.0.0.0 и MAC-адрес клиента. Сервер всегда слушает 67-й порт и ожидает широковещательное сообщение от клиента. После его получения отправляет ответное предложение DHCP Offer. Клиент принимает сообщение на 68-м порту. Этап 2. Offer или предложение. DHCP-сервер отвечает на поиск предложения. Он сообщает IP, который может подойти клиенту. IP выделяется из области доступных адресов, которая задается системным администратором. Сообщение DHCP Offer содержит MAC-адрес клиента, IP-адрес клиента, предлагаемый сервером, и адрес сервера. MAC-адрес нужен, поскольку клиент пока не имеет IP-адреса. Для отправки прямого сообщения он идентифицируется по MAC-адресу. Этап 3. Request или запрос. Клиент получает DHCP Offer, а затем отправляет на сервер сообщение DHCP Request. Этим сообщением он принимает предлагаемый адрес и уведомляет DHCP сервер об этом широковещательным сообщением. Таким образом, клиент сообщает всем доступным DHCP серверам, что он берет данный IP-адрес, а сервера помечают IP как занятый. В сообщении DHCP Request содержится MAC-адрес клиента, IP-адрес клиента, предлагаемый сервером. Этап 4. Acknowledgement или подтверждение. Сервер получает от клиента DHCP Request и окончательно подтверждает передачу IP-адреса клиенту сообщением DHCP ACT. Это широковещательное сообщение утверждает не только владельца IP, но и срок, в течение которого клиент может использовать этот IP-адрес. Зачастую в сети бывает несколько DHCP серверов. Тогда схема такая. При наличии двух DHCP серверов клиент начинает процесс DORA – Discover, Offer, Request, Acknowledge. Он отправляет запрос DHCP Discover и ждет ответа. Далее он продолжит диалог с сервером, который ответит ему DHCP Offer первым. Независимо, первый раз он получает аренду или она закончилась и он запрашивает по новой, но если клиент в сети и срок аренды не истек, то он может попытаться возобновить аренду, отправив запрос на обновление DHCP Request к старому серверу. Однако второй сервер все равно будет участвовать до определенного шага. Клиент запомнит предыдущий адрес, но при появлении нескольких серверов и истечении срока аренды, кто быстрее ответит на DHCP Discover, того и тапки. Время аренды. Когда DHCP-сервер выдает IP-адрес устройству, он фиксирует его в своей базе данных, резервируя этот адрес за конкретным клиентом и устанавливая время, на которое адрес будет закреплен. Обычно срок аренды составляет 24 часа, но в зависимости от настроек сервера может достигать и нескольких месяцев. Это нужно для эффективного использования IP-адресов, чтобы отключенные устройства не удерживали за собой адреса и новые клиенты могли получить уникальные адреса. В середине срока аренды клиент начинает процедуру обновления своего IP-адреса, переходя в состояние renewing. Процесс обновления упрощен. Клиент напрямую отправляет запрос DHCP Request, а сервер подтверждает его ответом ACK. После успешного обновления время аренды отсчитывается заново. Если подтверждение от сервера не получено, то клиент повторяет запрос, но уже после истечения половины оставшегося времени. Так происходит несколько раз, пока не пройдет 87,5% времени аренды. После этого запросы на продление аренды становятся широковещательными. Это нужно, если основной DHCP-сервер недоступен, то любой другой сервер сможет ответить на запрос и предоставить IP-адрес, обеспечивая бесперебойность работы. Протокол DHCP и система DNS функционируют в симбиозе, обеспечивая доступ в интернет. DHCP автоматически назначает сетевым устройствам IP-адреса и указывает, какой DNS-сервер использовать для преобразования доменных имен в IP-адреса. DNS, в свою очередь, переводит имена веб-сайтов, понятные для людей, такие как vk.com, в цифровые IP-адреса, необходимые для связи с серверами.
DHCP представляет устройству сетевой адрес, а DNS своего рода справочник сайтов. Причем DHCP передает клиенту адрес этого справочника DNS-сервера. Процесс выглядит следующим образом. Первое. Компьютер подключается к сети и запрашивает IP-адрес у DHCP-сервера. DHCP-сервер не только выделяет IP-адрес, но и передает в ответном сообщении об аренде DHCP-ACK информацию об IP-адресе DNS-сервера, маске подсети и адресе шлюза. Второе. Когда пользователь вводит в браузер, например, vk.com, компьютер направляет этот запрос DNS-серверу, адрес которого был получен от DHCP. Третье. DNS-сервер находит IP-адрес, соответствующий vk.com, и возвращает его компьютеру. Четвертое. Браузер использует полученный IP-адрес для установления соединения с сервером vk.com. Суть в том, что DHCP обеспечивает начальную настройку сети для устройства, включая данные о DNS-сервере, что позволяет DNS выполнять преобразование имен. Без DHCP устройство не смогло бы получить необходимые параметры для использования DNS, и, следовательно, доступ в интернет был бы невозможен. А теперь поговорим о предшественнике протокола DHCP, о протоколе BOOTP. BOOTP от английского Bootstrap Protocol – сетевой протокол прикладного уровня, используемый для автоматического получения клиентом IP-адреса во время загрузки компьютера. Также BOOTP позволяет клиентам узнавать другие параметры загрузки, например, имя программы, загружаемой с помощью TFTP. Протокол был разработан в 1985 году как замена протоколу обратного разрешения адресов RARP. Изначально BOOTP использовался для бездисковых рабочих станций, которым нужно было не только выдать IP-адрес, но и передать клиенту дополнительную информацию. DHCP является надстройкой над BOOTP и расширяет его. Отличие BOOTP от DHCP. Поддержка временной IP-адресации. BOOTP не поддерживает временную IP-адресацию, в то время как DHCP предоставляет ее, но на ограниченный период времени. Поддержка клиентов. BOOTP не поддерживает DHCP-клиенты, в то время как DHCP-сервер поддерживает BOOTP-клиенты. Тип конфигурации. В BOOTP настройка должна выполняться вручную, в DHCP – автоматически. Поддержка мобильных устройств. BOOTP не поддерживает мобильные устройства, DHCP поддерживает. Вероятность ошибки. Настройка выполняется вручную, и это часто приводит к ошибкам. Автоматическая настройка предотвращает вероятность их возникновения. Правда, предотвращает не на 100%, но осознание этого приходит лишь с опытом. BOOTP поддерживает только базовые варианты конфигурации. DHCP предоставляет более широкий спектр настроек, например, DNS-серверы и длительность аренды. BOOTP – более старый протокол, который в настоящее время устарел. Однако в некоторых сетях он еще используется для поддержки старого оборудования. DHCP – более расширенный протокол, который используется сегодня. Как говорилось выше, вы можете настроить DHCP как пожелаете. Хотелось бы обратить внимание на дополнительные опции для BOOTP и DHCP. Это список из 255 опций. И 82-я опция, будь она неладна, меня недавно заставила полазить по форумам и потратить время. В домашних роутерах, скорее всего, не будет доступа к подобным настройкам DHCP. Вы, скорее всего, сможете поставить галочку «Есть DHCP-сервер» или «Нет», задать пул адресов и время аренды, а также зарезервировать IP-адреса под определенные MAC-адреса. Но лично мне для дома нравятся железки, где все можно настроить, хотя для домашнего роутера это избыточно и бесполезно. Недавно попадалась картинка про один вендор сетевого оборудования с таким текстом. Хорошая новость, в нем можно настроить все. Плохая новость, в нем нужно настроить все. Надеюсь, это видео было полезным. Подписывайтесь на канал, на группу ВК, Дзен и Рутуб. Пишите свое мнение об увиденном.
Спасибо за просмотр. Желаю всем хорошего настроения и огромной удачи.